Вот, и оказывается в эфире, да. Добрый день. Поехали. Значит, вообще говоря, я этот стрим планировал гораздо позже. Дело в том, что мы уже неоднократно обсуждали межзвездные космические объекты, которых, вообще говоря, на сегодняшний день известно ровно 3, и 2 еще определены задним числом, то есть удалось восстановить траекторию двух метеоритов, даже метеоров, которые самоуничтожились в атмосфере Земли. И их удалось восстановить их траекторию и узнать, что они пришли к нам из пределов Солнечной системы. Такого рода история. Но самый наш последний гость — это третий межзвездный объект, то есть 3 Интерстеллар, называемый Атлас по имени телескопа, который его открыл. Открыт он 1 июля этого года, вы совершенно это помните. Перед этим просто был мой стрим за день перед этим, где я о них сейчас и разговаривал. И сетовал на то, что давно такого объекта не открывали, потому что предыдущий объект, второй объект, открыто, как ха-ха, люди тогда смеялись, украинским астрономом Геннадием Борисовым. На самом деле, конечно, российским астрономом, непрофессиональным. Он, полупрофессионально, поскольку он работал инженером в Крымской обсерватории, в поселке Научный, то он как бы и профессионал, и не профессионал. С одной стороны он астроном, а с другой стороны нет. В общем-то, комета Геннадия Борисова, которая была тоже отчасти удивительной, но не очень. То есть наиболее интересным на тот момент это был первый объект, который был открыт. Это астероид Оumuamua. Он обладал целым фактором патологических свойств, которые я сейчас коротко перечислю. Но его нынешний объект, вообще говоря, переплюнул по целому ряду параметров, по всей своей дикой ненормальной патологии, ненормальности и удивительности. В общем-то. И мы его сейчас поэтому будем обсуждать прямо сейчас, то, что сейчас нашли, и то, о чем сейчас говорят. Опять, значит, вы знаете, что активизировался первым Avi Lab. Это астроном из Гарварда, из обсерватории, который одновременно занимается вполне официально поиском внеземной разумной активности какой-то. В общем-то, ему положено по должности. И вот он начал говорить, что это космический корабль пришельцев. Но то же самое и говорили об Оumuamua. Почему говорили об Оumuamua именно это? Во-первых, его форма. Это какой-то длинный сигарообразный объект. В 3-4 раза его длина превышает его ширину. Это для астероидов чрезвычайно нетипично. Какова вероятность найти первый межгалактический или первый интерстеллар, межзвездный или первый интерстеллар объект, чтобы его форма напоминала сигарету либо являлась вытянутой вещью? Второе, и мы этому посвятили большое количество стримов, это крайне важный вопрос, что Оumuamua двигался негравитационным образом. То есть у нас попадает некоторый объект в сферу притяжения Солнца, и дальше она его по большому счету притягивает. Поскольку массы здесь они сокращаются, согласно закону Ньютона, мы даже не знаем массу этого объекта, хорошо знаем, как он должен двигаться. Исключением являются кометы. За счет чего? За счет того, что у них возникает реактивная тяга. Она маленькая, она отличающаяся. И вот для Оumuamua было много попыток найти там какое-то подобие кометы, но ничего не нашли. И так изучали, сяк изучали, и рассматривали спектр газов, которые там должны были вылетать, а там ничего не вылетает. Просто кабенюга, или просто он там стальной, или он из титана, кто его знает, из чего он сделан. Но он, вообще говоря, наверное, из железа, потому что считается, что он имеет красноватый цвет просто-напросто. И вот это его ненормальность того времени, то есть движение не гравитационное, которое, в общем-то, продолжается, хотя достаточно слабо это выражено, оно по-прежнему ставит людей в некоторую позу озабоченности. Второе – это его скорость. Мы знаем, у нас, по крайней мере в астрономии, принято пользоваться некой системой отчета, которая является средней для местной группы звезд. То есть берутся их средняя скорость местной группы звезд вычисляется, и относительно нее начинают считать все остальные скорости. Так вот, парадокс состоял в том, что Оumuamua относительно этой местной группы звезд, придуманной людьми, я думаю, покоился. То есть он представлял себя не что иное, как буй некоторый,
на который вот с разбега налетела Солнечная система и начала его притягивать, а он не хочет особо притягиваться, у него не гравитационное движение, или точнее движение, отличающееся от гравитационного, и так далее, и так далее. И плюс его форма, то есть считалось, что должно быть гораздо-гораздо больше мелких астероидов, чем один такой большой, странной формы, сигарообразный. Их почему-то никто не находили. И вообще на тот момент, когда нашли Оumuамуа, то есть люди сильно подозревали, что вот этих астероидов межзвездных должно быть гораздо больше, чем мы их видим на сегодняшний день по факту. Но мы знаем, что ситуация, наверное, скоро изменится, потому что введена в строй обсерватория Веры Рубиной. И очень скоро, то есть в октябре месяце, мы будем получать первые достоверные, то есть официальные результаты с этой обсерватории, которая специально оглядывает, осматривает очень большой кусок неба. И главная функция вот искать вот таких межзвездных странников где-либо еще. Но тем не менее я хочу обратить ваше внимание на эту дикость, ненормальность Оumuамуа. То есть это его покой относительно местной группы звезд. Это его ненормальная форма. И самое главное, его негравитационное движение не обусловлено никаким кометными ускорениями этой ситуации. И казалось бы, куда уж дальше, куда уж может быть интереснее. Но вот нынешний объект, он на самом деле, вообще говоря, Оumuамуа, значит, победил. Но здесь дело не в том, что он был открыт примерно через сутки после того, как я сделал стрим о межзвездных объектах, где о них говорил. Но у него еще есть целый ряд удивительных вещей. И давайте я выведу сейчас на экран, значит, его некоторую картинку. Эту мою картинку будем обсуждать, а потом мы будем обсуждать то, что в этой картинке, вообще говоря, будет. Еще интересно, что вне этой картинки происходит. Вот обратите внимание, здесь есть некоторая картинка. Она состоит в следующем, что мы видим, что как бы снизу на вот эту самую, на Солнечную систему взлетает некоторый объект. Этот объект влетает в Солнечную систему практически перпендикулярно. То есть представим себе плоскость эклиптики, в которой, в общем-то, находятся почти все планеты, ну, то есть настоящие планеты, по крайней мере, с высокой степенью точности, там, на 1 градус, на 2 от нее отклоняются. Ну, вот такой плоский блин в Солнечной системе, в центре Солнца. И вот он влетает в нее перпендикулярно, с отклонением всего 5 градусов, что на самом деле представляется удивительным на самом деле. Велика его скорость очень высока, у него эксцентриситет 6,15, то есть единица это вот как раз парабола, окружность, граница вот эта. Но для примера, значит, Оumuа 1,2, а комета Борисова, значит, 3. И он с громадной скоростью сюда влетает, вот это, он влетает практически вертикально, чуть-чуть промахиваясь мимо Солнца и двигаясь куда-то в другом мире. Интересно, что движение его ретроградно. Что оно состоит? Что все-таки небольшой наклон оси это есть. И он как бы влетает навстречу движению всех планет. Ну, в том числе, конечно, и Земли. И вот он здесь оказывается. И вот это некоторая очень слабая вероятность, что можно себе представить, что вдруг мы находим некий объект, который прилетает между звезд. И он влетает таким образом, мы его находим. Очень небольшая вероятность того, что он вертикально входит в Солнечную систему. Ну, специалисты тоже Авиалепа оценивают ее достаточно низко. Примерно они оценивают в 0,5%. Я бы хотел узнать, как они это считают. Но тем не менее, вот такая вероятность есть. Дальше больше, значит, что в нем еще, значит, состоит. Он летит каким-то другим способом, что через некоторое время он пересекет, значит, нашу эту эклиптику. Вертикально он ее пересекет. К сожалению, мы этого объекта не увидим, потому что он будет спрятан точно за Солнцем. Между Землей и Солнцем вот такого рода вещь. То есть каким-то образом его движение опять оказалось подобрано таким образом, что он окажется на другой стороне, значит, Солнца от Земли. Ну, произойдет это 29 октября 2025 года. Уже до этого мы его видеть не будем. Что в этот момент произойдет опять? А в этот момент этот Оumuамуа, вы будете смеяться, будет находиться на минимальном расстоянии от 3 планет. Первая почти вплотную от Марса, то есть менее 0,2 астрономической единицы. То есть астрономическая единица – это расстояние от
Земли до Солнца. То есть она будет в 5 раз меньше, а потом Марс что достаточно далеко. То есть вплотную к нему фактически подойдет. Кроме того, в этот момент он будет близок от Венеры, которая на самом деле у нас оказывается где-то на половине астрономической единицы от него. И он будет максимально близок к Юпитеру, целая треть астрономической единицы. Это очень странно, так подгадать, чтобы объект пролетал и находился на минимальном расстоянии от таких планет интересных. И вот как-то он с ними сделается, и при том точку максимального сближения мы его не увидим, потому что он будет спрятан там, где он будет спрятан. Вот такая вот история. Вот это интересная вещь, то, что мы видим и наблюдаем. Что еще здесь является чрезвычайно интересным и чрезвычайно захватывающим? Значит, ну вот именно на этой картинке. Каким-то мистическим образом подобрано две даты фактически. Первое. Приблизительно в день осеннего равноденствия этот объект спрячется от Земли за Солнцем. То есть это где-то 22-23 сентября этого года. Что интересно, ну казалось бы тоже случайность, просто как-то много очень случайностей связано с этим самым объектом. Что еще здесь может быть интересного в данный момент? А когда он появится, это будет примерно ноябрь месяц, да? У него будет некая точка, когда он окажется на максимально малом, ну то есть на минимальном расстоянии между Землей и им самим. Вот эта точка, она будет приблизительно 19 декабря этого года. То есть почти вплотную к дню, значит, зимнего солнцестояния, то есть самому короткому дню в году. То есть удивительный способ, что этот объект каким-то мистическим способом оказывается связан с земными днями, значит, солнечного солнцестояния и осеннего равноденствия. Для него эти точки являются чрезвычайно критическим. Ну и опять я повторяю, что все самое интересное, то есть его сближение с Марсом, будет нами полностью просмотрено. То есть примерно месяц он будет невидим со стороны, значит, Земли, потому что он будет спрятан за Солнцем, и рассмотреть мы его ни в коем случае не сможем. Вот такого рода история. Притом это очень интересно, что мы с того времени, обратите внимание, то есть с июля, да, когда мы его по большому счету обнаружили, с того времени как бы Земля, она проходит примерно четверть круга. Ну вот с этого, с июля до всего этого, что тоже на самом деле вызывает определенного волнения и вот такого рода история. Но что у него еще может быть оказаться? То есть обратите внимание, еще раз, летит вертикально. Второе, странным образом сближается с 3 планетами. Сближение с этими планетами будет спрятано за Солнцем. И его важные точки, то есть связанные с его наблюдаемостью, они приходятся приблизительно на осеннее равноденствие и зимнее солнцестояние. Вот такого рода история с ним происходит. Это как бы некоторая странность, что вот такое может быть. Так, давайте посмотрим дальше, что мы еще можем в этой ситуации обнаружить. Не можем ничего. Не работает. Ну сейчас, минуточку. Значит, вот еще одна его интересная вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Значит, давайте это увеличим. Он уникальный объект. Известно, что это комета. Поэтому говорить о гравитационном движении нельзя. Но его хвост, единственный из наблюдаемых когда-либо комет, направлен прямо на Солнце. Вот обратите внимание. Как происходит с обычными кометами? У них всегда 2 хвоста. Один иногда не виден, второй виден. Пылевой и газовый. То есть, что происходит с кометой? Комета подлетает к Солнцу, и температура ее начинает повышаться. И там происходит как бы микроизвержение. То есть, протекает, например, сухой лед начинает плавиться. Там, если есть вода, водород, ну все, что там есть, начинает плавиться. Тогда происходит следующим образом. Газы улетучиваются, и их движение будет направлено, то есть оно сдуваемо солнечным ветром, всякий раз в положение от Солнца. Вот это синий хвост, на который я здесь вам сейчас это дело показываю. И есть и другой, пылевой хвост, который всегда направлен вслед за кометой. То есть вот эти газы растаяли, значит, вот этот различного рода лед растаял,
и после этого остается пылевой хвост. И понятно, что он за орбитой кометы находится. И бывают такие вот ситуации, когда эти два хвоста, вообще говоря, видны. Часто бывают. Вот такие вот вещи. Иногда даже кажется, если с Земли смотреть, что если с Земли смотреть, то как бы пылевой хвост, например, или какой-нибудь другой хвост, он направится напротив. Так вот, у этой это нет ни у кого. Это уникальный объект. У него хвост один, и этот хвост направлен прямо на Солнце. Не напротив, а прямо. Это некоторое вот такое чудо. Сейчас мы об этом, парне, поговорим еще. Значит, так. Вот, ну вот еще одна картинка, вот в связи с тем же. Пылевой хвост, комета, Солнце. Вот, газовый хвост и так далее. Ну вот, можно увеличить другую картинку, как это выглядит в цветах обычно. Вот ионный хвост, то есть из газов состоящих, он вот здесь, а пылевой хвост, он такой коричневый, вот он здесь. Их можно различить. У нас ничего подобного мы на самом деле не наблюдаем. Что еще можно сказать по этому поводу? Да? Что еще у него есть? У него есть и другие удивительные свойства у этого объекта. Мы сейчас поговорили о его странном координатных движении, как он связан с Землей. Но у него есть и другие свойства, которые не связаны, значит, с этой вещью. Это то, что это фонарик. То есть у нас в космосе летит фонарик. Вот реально. То есть вдруг выясняется, что он светит не назад, как это часто бывает. Ну, если ты, у тебя там происходят какие-то реакции, он облучается солнцем, значит, это обычно комета, это ледяная глыба, она этот свет равномерно разматывает, рассеивает во все стороны. Здесь не так. Здесь он строго светит как бы вперед по своему движению. Ну вот как будто автомобиль едет, и ты смотришь, свет фар, он куда-то направлен. Если ты на автомобиль посмотришь сбоку, ты тоже видишь, что у автомобиля горят фары. Но освещение от них, вот это рассеяние света, оно будет очень слабым. И здесь ровно такая же случай. То есть как будто летит фонарик, он светит вперед по ходу движения, не назад, ни в бок, ни куда-то. Просто вперед по ходу движения. И во всем остальном светимость резко падает. Притом светимость его, вообще говоря, этого объекта фантастическая. То есть надо объяснить, где такие реакции бывают, ядерные, неядерные, которые могут давать такой отраженный свет. Или какая-то громадная линза с большого пространства собирает солнечный свет, потом другой линзой он отражается вперед, как зеркало. Или что еще? Но понять это невозможно. То есть по небу реально летит фонарик. Не что-либо еще, реально фонарик просто летит. Вот такие вот вещи, которые с ним бывают. Ну, еще, конечно, линейные размеры. То есть вначале говорили о 20, потом обратились к старым записям Веры Рубиной. Телескопа имеется в виду, не, собственно, Веры Рубиной. Посмотрели на записи все эти и поняли, что у него есть ядро, примерно 12 километров оно в диаметре, в поперечнике сделано. Но это тоже немножко не очень понятно, потому что на каждую большую комету должно быть очень много маленьких. А где они, ребята, где они? Из них только Оumuamua известен. А где еще их должны быть толпы? И никаких толп мы на самом деле не наблюдаем. Ничего остального мы такого не видим. Вот в чем дело, значит, интерес к этим вещам. Ну вот по ссылке, которую вы можете найти, мы поблагодарим Сидорова Макса за предоставленную информацию. Там астролог рассуждает, что он летит через созвездие тоже каким-то странным образом. Я в созвездиях и в астрологии ничего не понимаю, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Но тем не менее, вот получается вот так. Поэтому Ави Леб, вернемся давайте на эту штуку. Значит, Ави Леб начал бить тревогу, говорит, что к нам вторгся инопланетный корабль, что он специально прячется от Земли, чтобы высадить то ли десант, то ли что-то сделать с Марсом, и к нему он подлетает, чтобы мы его не видели. И кто знает, может быть, когда он подлетит ближе к Земле, то есть ближе к этому, там от него какой-то делится объект и полетит уже непосредственно на Землю. Но пока ощущение такое, не знаю, знают ли они, эти инопланетяне, что на Земле есть определенного рода вещи, такие, жизнь какая-то, ну, наверное, знают. И это очень интересная штука, давайте я Ави Леба покажу, чтобы поговорить о так называемой теории темного леса, которая была известна раньше, но вот благодаря этому фантасту, «Задачу трех тел», которую он написал, и написал какую-то книжку, говорят, еще о темном лесе. Она стала знаменитой. Вот. Ну, это вот я к астрологии специально сделал. Это вот так изображали на арабских рукописях созвездие Стрельца, да. Вот Ави Леб, он, значит, израильско-американский физик,
Вы можете посмотреть, он, правда, здесь рыжий, а обычно он блондин как бы. Голубые глаза, все уже забыли, как выглядят настоящие ашкеназы. У нас, потому что они все уехали на Запад, а большую часть тех ашкеназов, которые остались на этом, в Европе, европейцы истребили, как вы понимаете. Перебили просто физически. Вот он так выглядит, вообще говоря. Видите, здесь он темно-русый, то есть вполне мог быть русским, с серыми глазами или с голубыми. Вот, в общем, типичный еврей. У нас за евреев принимают обычно горских евреев с Кавказа. У нас типаж другой. Ну вот, и вот обратите внимание тоже. Вот так выглядит фенотип еврея Ашкеназа. Просто типичный просто. Как-то вот в таком духе. Давайте все-таки вернемся, значит, к теории темного леса и тоже попытаемся о ней поговорить. Что это такое? Она состоит в следующем. Что большинство цивилизаций будет чувствовать себя и вести примерно как Циолковский нам сказал, потому что мы должны быстро вылететь в космос, найти какую-нибудь жизнь, ее тут же уничтожить во Вселенной. Почему? Потому что тогда они нас. Это известная сцена из Киндзадзы. За что они вас уничтожили? За что? А за то, что мы не успели. Поэтому вот со Вселенными вот так. То есть первым делом мы ищем какую-то жизнь, и чтобы она не развилась и не предоставила нам, создала нам большие неприятности, вплоть до полной стерилизации, ее надо уничтожить. Но как эту жизнь искать? Ее надо искать при помощи определенного рода аппаратов, исследовать их. Но так, чтобы они по виду этих аппаратов не догадались, что их кто-то ищет и изучает. Это и есть темный лес, что из тебя из темного леса вылетают специальные аппараты из темноты, которые замаскированы то под метеорит, то под метеор, то под камень. Ведь невозможно тоже представить вот эти два объекта, которые нашел Ави Леб по их следам. Один полметра в поперечнике, в другой в этом. Но интересно, что они изначально крепкие, то есть они в десятки раз, но один в несколько раз, а другой в несколько десятков раз крепче, чем обычные метеориты. Из железа созданы, железистые метеориты. А те какие-то есть тугоплавкие, может быть, специальная капсула тугоплавкая была. Ави Леб думал, что может быть там какое-то оборудование или что-то доставляют специально на Землю. Его оболочка вот так самоуничтожается, а тот объект прибывает туда, куда он прибывает. И вот этот темный лес, он нам представляется чрезвычайно опасным и интересным. То есть сейчас получается, что есть некоторый объект, который изображает из себя, значит, межзвездную комету. Он большой, он летит так, что он как будто он знает о существовании жизни на Земле, но его интерес связан с другими планетами. Например, больше всего его интерес, похоже, связан с Марсом. Он может спрятаться от Земли за Солнцем, выпустить какие-то объекты на Марс, там прописаться, там устроиться или сделать еще что-то. Может быть, он развернется и в обратном пути полетит уже к Земле с целью ее уничтожить. Но вот это интересная вещь. Ну или, по крайней мере, если у тебя высший разум достаточно гуманен, ну вот пример этому книжки Стругацких «Жук в муравейнике», да? «Жук в муравейнике». Там же люди, коммунизм, и все они достаточно гуманные. Когда находят эти 12 младенцев или там 10 младенцев с детонаторами, так называемыми, которые соответствуют каждому из них вот этих самых, они их не стали, этих младенцев, убивать, а начали их наблюдать. Но это еще таким образом, что все они находились как можно дальше от Земли. Даже такие, как Лев Абалкин, не приспособлены к занятию прогрессорства, чтобы их подальше не было бы от Земли. Только в последний момент, когда Лев Абалкин должен спрятаться со своим вот этим кубиком-детонатором, встретиться, его, значит, как его зовут? Значит, агент Комкона-то, Рудольф Сикорский, его убивает. Рудольф Сикорский убивает его, значит. Ну, Макс Камерер эту ситуацию описывает, разумеется. Ну, то есть это вот такая коммунистическая гребня. Вот это та же самая история. Но там люди гуманные. И, разумеется, когда они изучают кого-либо еще по разным причинам, люди гуманные, они играют так называемых прогрессоров, то есть внедряются в чужую расу, но они, благо, человекоподобные, внедряются в какую-то чужую расу и в ней прячутся как-то там,
Как будто, ну, например, трудно быть Богом. Как будто этот человек из этого же самой эпохи, из этого же самого времени. Вот. Но это опять-таки редкий гуманизм. Потому что в повести «Малыш» принято решение улететь с планеты малыша у Стругацких. У нормальных людей, если бы это были не Стругацкие, а был бы Циолковский, то бы всю планету Малыш выжгли бы термоядерными бомбами или еще чем-нибудь похуже. Ну, потому что мало для чего. Разум есть. Не гуманоидный, не гуманоидный. Что с ним делать? Что? Только термоядерные бомбы, что? Больше ничего. Но вот об этом знали же и странники. И они в свое время поставили там космический аппарат, который должен был уничтожить любое устройство, которое к нему подлетает. То есть вот представьте себе, если бы они решили нас опекать по-настоящему, эти странники Землю, они бы установили где-то там на периферии какое-то устройство, которое должно уничтожать любой зонд автоматически. Но потом странники не знали, что могут прилететь люди свободного поиска, как это были родители вот этого самого малыша. Так бы они, конечно, бы люди тоже странники, странные гуманисты, поэтому они думали, что он будет чисто автоматическим. А он был не чисто автоматическим, там были живые люди. Один из них, маленький мальчик, умер. Но это все вот о гуманизме, то есть там это не гуманоидная цивилизация, гуманна. Значит, гуманоидная цивилизация человеческая, гуманна. Странники достаточно гуманны. А у нас все иначе, у нас Циолковский, у нас темный лес. Нам нужен окружающий мир, полететь к звездам быстрее и побыстрее их стерилизовать, если бы, чтобы они нас не успели, как во вселенной Кинзадзы. И мы знаем, что такое событие, когда уже 22 год или 23-й, я уже не помню, да, 22-й, оно было. Была удивительная супер гамма-вспышка, которая немножко промахнулась против нашей Солнечной системы. Попади, тут бы все мгновенно было стерилизовано, конечно. А она чуть-чуть промахнулась. Вот такая вещь. Что кто-то стрелял, но промазал. Ну вот это интересная вещь, это то, что Ави Лепо вот эту ситуацию продвигает. И в самом деле с ним нельзя не согласиться. Они вычисляют там какие-то вероятности. Не знаю, как они их вычисляют. По вычислениям получается, что вероятность таких вот параметров прилета случайная 10 в минус 21 степени. Как считают, почему считают. Но мы все-таки согласимся, что подобного рода набор параметров орбиты и всех остальных вещей, он удивительный. Потому что не бывало такого, чтобы комет был впереди по направлению к Солнцу. Не бывало, вот, чтобы был такой фонарик. Не бывает. И перпендикулярно Солнечной системе попасть в первую попавшийся настоящий, то есть скоростной, а не просто какой-нибудь буй типа Аумуамуа, который дрейфовал просто в пространстве в нулевой точке по отношению к скорости местной группы звезд, и вдруг на него Солнечная система налетела. Может быть, он там уже не 1 миллиард лет дрейфовал. И он тоже вынужден как-то спасаться, там люди гребут, кричат, наверное. Или может автомат работает, он движется не гравитационно почему-то, но почему-то движется. Вот. Вот комета Борисова тоже интересна, но не настолько, как эти два объекта. Так что с нетерпением ждем первых реальных данных Веры Рубиной. Я очень сильно надеюсь, что для современной науки они будут не менее фатальны, чем для современной космологии и астрологии данные телескопа Джеймс Уэбб. Не менее фатальны. Я на этот телескоп сильно надеюсь. И очень похоже, что у нас грядет эпоха Трампа, эпоха экономии всевозможного. И что подобного рода уникальные исследовательские аппараты, типа Джеймса Уэбба или телескопа Вера Рубин, их больше у человечества не будет. То есть это как бы последний всклип, фактически. Последняя попытка что-то узнать. Ну вот так, спасибо. Сейчас буду отвечать на вопросы. Да, здесь ничего. И здесь тоже ничего. Так, это все. Значит, это я про донаты. Ну, донатов нет, да. Пока. Ну, по крайней мере, пока. Так. Поехали. Наверх.
Почему это вторжение совпало с обострением русско-американских отношений? Наверняка попытка манипулировать общественным мнением. Но я все-таки думаю, что по-настоящему что-то там летит. Ну, так условно говоря. Может быть, нейросетка обалдела просто. Ну, вещь удивительная, да. Андрей, здравствуйте, да, добрый день. Это бы Иванович Иванов. Это бы. И все. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте все. Это Артем Александрович. Аумуа был и зондом явно, теперь явился основной носитель. Думаете, но он какой-то с другой точки явился-то. Аумуа-то в площади эклиптики прилетел. Фактически. Ну, близко к ней. А тут вертикально. Нет, может быть, это даже разные. Может, мы увидим, значит, это где-то недалеко битву различных межзвездных флотов. Они выйдут из сумрака все-таки, из темного леса, и в бобовых пипиу друг друга постреляют. Но этого не хотелось бы, мы же гуманисты. По традиции напоминаю о необходимости вашей поддержки. Не забывайте ставить обязательные лайки. По возможности пройдите доната на любую посильную, даже полностью символическую сумму. Да. Спасибо, да. Их зондом. Значит, это бы... А теперь явился основной носитель зонда. Ну вот он с разных мест явились, поэтому это разные ребята. То есть, судя по всему, Муамуа это буй. Или у них просто программа была такая, что он ложится в дрейф относительно местной группы звезд и дрейфует. И потом его вот эта Солнечная система замела. Ссылки на реквизиты указаны в описании к данному видео. Огромная благодарность всем отзывчивым и щедрым сердцем. Спасибо. Приветствую ведущего и всех слушателей. Да, мы вас тоже приветствуем. Как ваши дела? Вы не подвергаетесь ударам? Уехали из Краматорска? Вот кто-то с нетерпением ждет контакта с иной цивилизацией. А нужно ли обнародовать такой контакт властям, если вдруг стабильность? Ведь такой обнародный факт сколыхнет наше болото. Ну не надо, да, они так и не обнародуют, я думаю, контакты такие есть. Какие статистически невозможные астрономические объекты в прошлом получили естественное объяснение после развития науки? Не повторяем ли мы ошибки прошлого? А я таких не знаю. Расскажите мне про таких. Ну вот пытаюсь представить себе. Ничего не объяснено. Вы про Атлас говорите, а не о Муамуа. Да. Я про Атлас тоже буду. Ну, я про Атлас и говорил сегодня. Про третий, а не про первый. В какой степени наше восприятие невозможности окрашено антропоцентризмом? Не проецируем ли мы человеческое представление целесообразности на космический процесс? Ну, конечно, проецируем, но все равно представить себе наложение столь случайных факторов невозможно. Я и про Солнечную систему говорил, что невозможно. Либо она сотворена, либо вообще что, мы ничего вообще о мире не знаем. Невозможно себе представить, чтобы такой спутник крупный, как Луна, вращалась в плоскости эклиптики. Ну, не точно. И так, чтобы ее угловые размеры Солнца почти полностью совпадали. Но не совсем точно. Невозможно себе представить, что период обращения Луны вокруг Земли был идентичен периоду вращения центральных областей Солнца. Но не точно. Невозможно себе представить и другие остальные вещи. Это парадокс, как нижнее склонение они называются, да? Значит, этих Меркурия, Венеры и Земли, их соотношение, повернутых друг к другу лиц, как бы. Невозможно. Невозможно себе представить, что у 5 планет Солнечной системы из 3 G, ускорение свободного падения, будет почти одно и то же. А у других 3 их среднее арифметическое будет близко к этому показанию. А попарно Меркурий, Юпитер, Марс, Юпитер, их, значит, среднее гармоническое, то есть геометрическое, оно будет равно идеально G на Земле. Тоже невозможно представить. А это случилось, это есть. И можно другие факты приводить всевозможные. Объяснить их невозможно. Ну, разве что деятельностью нейросетки какой-нибудь. Там чем мелочиться? Давай налепим планет с одинаковой G. Они у нас будут разные. Большие, маленькие, быстрые, медленные, холодные, горячие. А G у них будет одинаковая. Чем мелочиться-то? Вот. Доброе здравях, а не в октябре, не на мое день рождения. А что у вас в октябре? Может, в октябре это будет последний день? У вас вот именно она тогда, когда он будет на минимальном.
Ну, не видно, да, не видно. За солнцем прячут, чтобы иметь возможность незаметно выйти из анабиоза, расчехлиться, вывести армаду истребителей и затем нападут внезапно. Ну, может быть, посмотрим. Существуют ли разработанные международные протоколы на случай подтверждения искусственного происхождения объекта? Кто и как должен принимать решения о дальнейших действиях? Я полагаю, что они есть, просто мы о них ничего не знаем. Если 3 Атлас действительно искусственный объект, не противоречит его открытое поведение, яркое свечение и обычная траектория основной идеи темного леса, о скрытности цивилизации. Ну, а может быть, они нас не недооценили. Может, по их мнению, мы немножко проще, чем они думали. А может, они просто комету оседлали там и куют металл, как говорится. Здесь куют металл. Угу. Не противоречит, им уже особенно незачем скрываться, так как они уже здесь, у нас, а не наоборот. Ну, в общем, да, уже. У слона тоже 2 хвоста. Ну, в общем, да. Бывает. Тю, а я думал пришельцы. А что, не пришельцы? Существует ли альтернативный физический механизм, который могли бы объяснить гигаваттное излучение объекта без привлечения гипотезы искусственного происхождения? Их нету. Их нету. Ну, я вот только что предложил линзу. Там что линза летит какая-нибудь, она что-нибудь фокусирует, а потом другая линза вперед, зеркало вперед отражает свет. Вот такой предложил. Но это же чушь. Например, радиоактивный распад или экзотические формы материи. Но разве уж совсем экзотические формы материи, о которых мы ничего не знаем. Скорее всего, это не радиоактивный распад. Чем все закончится? Пройдет мимо НЛО или посчитают как обычный метеорит? Как обычный метеор? Ну, как астероид посчитают, или как комета. Пройдет, да, мимо. Дядька сам с собой разговаривает. Ну ок. Это обо мне, да? Могли ли электромагнитные эффекты или взаимодействие с солнечным ветром создать наблюдаемую аномалию движения пыли к Солнцу? Полагаю, что не могли. Но люди придумали, что будто туда, куда светят, она там быстро испаряется и летит вот по направлению к свету. Тогда бы мы видели нечто подобное на других кометах. Ну, может быть, потому что она очень быстрая или чего там. Не знаю даже, как это объяснить. Невозможно. Он просто вытянутый, поворачивается, поэтому размеры разными кажутся. Ну, может быть. Ну, принцип Акама говорит, что это такие они инопришельцы. Ну да, принцип Акама говорит, что это пришельцы, да, конечно. Ну, или там черти. Черти летят. Ну, вот эти самые черти, которые дети Бога, которые увидели, что дочери человеческие красивые, и начали к ним входить. И от них завелось специальное племя титанов. Вот они и летают взад-вперед по галактике. Я безумно рад, а вы? Я немножко, я не безумно. Скоро сквозь нашу Солнечную систему проложат межгалактическую магистраль. Караваны межзвездных дальнобойщиков станут обыденностью. Главное, чтобы наши планеты остались после прокладки магистрали. Но мы надеемся, надеемся. Тогда даже интересно будет. Ну, как вот это в попытке бегства. О, мне что-то пришло, что ли? Как и в попытке бегства у Стругацких, да? О, мне пришло. Джеймс Веб мне прислал картинку про Гарри Стемпера к миссии спасения. Но, наверное, только спасать некого. Я не знаю, там сейчас следят, что на пике Победы, по-моему, да, погибает альпинистка, которая с этого ногу сломала. Не знаю, чем заканчивается, что-то это не раскручивает эту тему. Может, уже все закончилось? Там уже ее пытались спасти, уже один человек погиб, ее пытаясь спасти, и так далее, и так далее. Может, туда надо послать спасательную кампанию. Вот, вы тоже ашкеназ, дядя? Вот я на него похож, но вот не ашкеназ нифига. Русский. И такие элементы бывают. Я когда-то ходил на семинары в открытый еврейский университет на Киевскую улицу, да, сейчас это уже само звучит Киевская улица, как эта штука. И там была девушка модельных пропорций, то есть высокая, тощая, 90-60 на 90, голубоглазая блондинка. Спасибо за интересные стримы. Зовут Алена. Еврейка, при всем при этом. Говорила на русском языке с густым еврейским акцентом, притом реально густым.
Ну вот что такое еврейский акцент, вы можете посмотреть. Вот Жириновский говорил с густым еврейским акцентом. Вот Белковский говорит с густым, Станислав, еврейским акцентом. Вот такая это писательница, как ее зовут? Ася Казанцева, она тоже говорит с густым еврейским акцентом. И вот так говорила точно так же. И вот так бывает. Вот ее примесь, ее, не слышать ее речь. То есть ее, от русской модели она ничем не отличима. То есть голубоглазая блондинка, высокая, тощая, абсолютно модельных пропорций. Это вот такие бывают фокусы. А это вот ашкеназы такие, это вот их местными этими горскими евреями испортили сильно. Они вот такие голубоглазые, светловолосые. А то ненароком решат, что мы чем-то мешаем, задвинут внутрь одного кристалла виртуальности. Да, что-то будет. Философия кровожадных англосаксов. Помните идеи Ефремова о одиночестве братьев по разным вселенным? Да, дожили. Вы знаете, Ильи, да, не Ивана Ефремова, а Илья Ефремов это кто? Посмотрите 303 ФЗ о связи. А что у нас там в 303-м? Ну, что-то есть, наверное. Максим Сидоров. Атлас светит собственным светом мощностью в несколько гигаватт. Да? Ну, может быть. Думаю, что нет. По-настоящему, если верить даже самым оптимистичным оценкам, распространение разума во Вселенной, контакт с инопланетянами столь же вероятен, как и контакт антарктического пингвина с тропическим муравьем. Ну да, маловероятен. У всех разные экологические, да, эти экологические ниши. Наблюдались ли маневры коррекции курса процесса приближения к Марсу? Работают ли двигательные системы объекта? Пока не наблюдались, но мы же вот только сейчас начали наблюдать. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, я и не думал, что так рано замочу этот стрим. Я хотел подождать, чтобы набрали какого-нибудь фактажа интересного. Ну вот так. Набрали. Базу на Марсе разворачивать, чтобы налаживать контакт с туземцами, поднимать их уровень. Ну, может быть, и разворачивают, но пока не развернули. Да, конечно, такое бывает, но только в цирках и в зоопарках. Когда пингвин с муравьем встречается, наверное. А что там светится? Какой цвет? Что за вещество? Совершенно непонятно, что там светится. Вообще должен быть спектрограф там, и чтобы понять, чем светится. Но пока таких данных нету. Появится, будет интересно. Если объект направится к Земле, сколько у нас будет времени на подготовку? Какие системы наблюдения, возможно, обороны должны быть активированы? Но все должны быть активированы. Но при такой скорости, которая у него есть, и при таких размерах, для цивилизации, по всей видимости, обычное столкновение прямое, оно будет фатальным. Он необычайно скоростной объект. Где-то в Аргентине или Бразилии нашли зонд шар инопланетный, его изучают, там сделали вывод. Неземное происхождение. Так что НЛО уже факты есть, доказательства в Ютубе смотрите. Ну, много такого есть, да. Должна ли информация о возможной неземной разведке оставаться засекреченной или быть доступной общественности? Ну вот она доступна общественности. Ави Леп очень старается. Осознанно именно в гости пингвины к муравьям не ходят. Да. Но если только не бояться, что все муравьи объединятся и убьют всех пингвинов, тогда приходится идти. Готово ли человечество психологически к тому, что мы можем быть объектом изучения более развитой цивилизации? Ну, я думаю, что готово. Готово. Дмитрий Поляков. Мне кажется, реализуется сценарий книги... пролистала сейчас минуточку. Да, ну вот доступно. Так. Книги Мирера «Главный полдень». То есть они уже здесь. Летят лишь новая вахта. Ну, возможно. Я просто не читал. Возможно, нет там никаких поясов Койпера. Очень даже возможно. Я же даже говорю, что звезд, скорее всего, нету. Есть эти дырка со светодиодом. Картонка, в ней светодиод вставлен. Ну, фонарик — это работает тормозной двигатель. Ну, вот тогда бы мы это видели по его траектории. Она была бы ярко выраженная, не гравитационная. Она приблизительно гравитационная.
Таким паразитам, как обезьяне, туда и дорога. Ну, наверное. Антон Князев. Наверное, включилась сигнализация на приближение к созданию сверх ИИ и сингулярности. Срочно выслали команду ликвидаторов. Ну, вот хорошая, кстати, версия. Правдоподобная, я могу сказать. Вот, что действительно просто вдруг почувствовали, что что-то там такое происходит, что там тот же искусственный интеллект и сингулярность все может стремительно стартовать, и команда ликвидаторов летит. Но другое дело, что вы помните, да, вот этот стрим в начале выяснилось, что он летит не из центра галактики, а из области вблизи центра, то есть вертикально, не из плоскости галактики, а выше. На этом основании были сразу же сделаны оценки, что этому объекту не менее 7 миллиардов лет, то есть он очень старый, потому что в той области, откуда он прилетел, там только старые очень звезды. Вы имеете в виду, что комета светит хвостом? Да, не знаю, да, светит хвостом, да, хвост у нее вперед, и там же у нее свет. В том же направлении свет. На основе какой выборки рассчитаны эти вероятности? Так я бы сам посчитал. Я не знаю, какой выборки, я посмотрел бы на эти вычисления, я их не понимаю. У нас всего 2 межзвездных объекта, Оumuamua и Триатлас. Можно ли делать статистические выводы по выборке из 2 элементов? Ну, пока нельзя, но есть же некоторые гипотезы. Ты берешь громадное количество всяких мелких объектов в Солнечной системе и начинаешь пытаться вычислять, а что будет, если они улетят куда-то в межзвездное пространство с небольшой вероятностью и куда-то там дальше прибьются. Ты понимаешь, что эти осколки должны быть везде, а их нигде нет. Вот в чем дело. Вот вся надежда на телескоп Веры Рубиной. Всем привет. Интересно, 5-я колонна инопланетным захватчикам нужна? То есть вы хотите уже предложить собственные услуги? Ну, это, как говорят, в «Крестном отце», да, первом, что Тассио был всегда умнее, а вовремя предать — это поступок умного человека. С чем именно вы сравниваете? Если это искусственные объекты, то их характеристики должны быть невероятными для естественных тел. Мы создаем логический круг. Но я не вижу, а на самом деле невероятно для естественных тел. Где именно опубликованы фотометрические данные, подтверждающие направленность излучения? Какие обсерватории зафиксировали с какой точностью? Это статья Ави Леба на архиве .org от 21 июля. Можете поискать. Жизнь бывает чаще, чем нам кажется, а цивилизация с разумом – это краткие вспышки перехода в экстремальных условиях малых социальных групп животных к социальному закабалению в неосознанный муравейник. Ну, может быть. Вертикальный как раз Оumuamua заходил. Атлас зашел под 5 градусов после эклиптики, вы путаете. Ну, наверное. Я просто не помню, как Оumuamua заходил. Вот. Про это-то я посмотрел, что он под 5%. Перпендикулярно к плоскости эклиптики. Почему? Перпендикулярно. Что, думаете, эта картинка, которую я накачал из интернета, неправильная? Откуда у 13-килограммового объекта энергия для гигаваттного излучения? Требует ядерный реактор размером с город. Где физические расчеты? Ну, я не знаю ничего. Это не вопрос не ко мне. Причем здесь реактор? Может, что-то какой-то другой процесс? Вспоминается, хотел познакомиться с интересными людьми, с их древней культурой и убить их. Да. Ого, кто-то тоже с Краматорска слушает? Ну да, так давно уже. Он признается, что? Давно сказал. Будет забавно, если эта комета упадет, сядет на Марс и дальше из-за Солнца не вылетит. Но будет смешно, да, что он там влетит и не вылетит. Если со злым намерением, то точно камуфляж наряжается. Слухи были, или факт, что хотят спутник отправить к этой комете. 31-й Атлас. Интересно, что сможет спутник зафиксировать, где он летит на большой скорости. Ну, не догонит, да, никак. Кто-то, кроме США, сможет подтвердить искусственность объекта в случае истинности этого факта? Ну, никто. Пока. Ну, потому что то, что Фетфа
которую запускают, она принадлежит там, выпустить ее может только Папа Римский или кто-то еще. То есть некий такой авторитетный центр. Если ты к этому авторитетному центру не приходишь, то все это твои фантазии. Пока это не признано официально, то есть этим авторитетным центром, который дает легитимность, то этого как бы и не существует. Еще раз всех приветствую. Напоминаю о необходимости вашей поддержки. Спасибо. Им каравай с ядерным изюмом. Встретить таким образом. Да, с ядерным изюмом. Вот так. То есть вы хотите в 5-ю колонну, а сами принести это им каравай с ядерным изюмом. Ну, может быть. Стихи. Тыдынц. Ну что, логичное следствие того, что мы, наша система уникальны. Такое невозможное сочетание множества параметров более невероятно в обозримой Вселенной, несмотря на огромное количество звезд. Ну, разумеется. Да я же говорю, аквариум. Или нейросетка. Как все будут смеяться над этим бредом через пару месяцев? Не будут. Все просто об этом никогда не узнают. Через пару месяцев никто ничего не вспомнит, будут иные инфоповоды. Ну, разумеется. Игорь, стримы вести тяжело. Ну, наверное, есть что-то в этом, да. В этом есть. Я сегодня 2 планировал, но не спотужу второй. Еврейскую кровь можно разбавлять без ухудшения, сколько угодно бесконечно долго. Главное, чтить чистоту материнской линии. Ну, может быть. Может быть, он такой разбавленный сильно. У Жириновского мама русский, а папа юрист. Ну, это все знают, да. Мама русская, а папа юрист. Потом он сам-то, конечно, говорит, что он такого никогда не говорил. Ну, вот у него густой еврейский акцент, если вы его вспомните. Вот сейчас можете Стаса Белковского поставить, вот там Колотынин ходит куда-то еще. У него тоже вот еврейский акцент выраженный. Евреи, арийцы, в общем. Ну, вот такие ашкеназы, да. Однако всем привет и доброго здоровья. Успел на окончание. Ну и здорово. Ивана Ефремова, да, извините. Ну вот да. Откуда... Ой. Ну, нас тихонько народ начинает покидать. Откуда идет оригинальная информация? Ну, она откуда-то идет, что? Откуда идет? Откуда идет? Ну, главный источник у нас Ави Леб, конечно. Он профессионально этим вопросом занимается. Статьи пишет. Много достаточно, в Википедию просачивается достаточно много, но не все, что я здесь назвал. Контакт с инопланетянами столь же вероятен, как контакт антарктического пингвина с тропическим муравьем. Это если мерить по себе, как это на самом деле никто не знает. По Лему даже силы есть разум, в смысле у силы, да. Как по-вашему отреагирует Илон Маск на гипотезу о том, что инопланетная цивилизация высаживает разведчиков именно на Марс? Ну, пыхнет и дунет, наверное. Ну, закурит, раскурит там анашу. А мне подумалось, что если верить в столетние исторические циклы, то впереди маячит новая индустриализация на американских плечах. Ну, не знаю, может и будет. На орбите Марса полно спутников с мощной оптикой. Надо перенаправить на Атлас. Мне кажется, это программная задача. Может быть. Если будет официально подтверждено, что 3 Atlas это разведывательный корабль, как изменятся котировки акций SpaceX, Blue Origin, Boeing, Lockheed Martin, других космических гигантов? Ну, расти, наверное, будут как-нибудь. По идее, если начнется история, связанная с космосом, то все этой темой связано должно увеличиться в цене. Ну да, если начнется истерика, но пока не началась. Пока у нас только есть Ави Леб и кучка энтузиастов. Вот кто владеет нейросетями в сфере видеогенерации, то можно заранее сделать хайповое видео, снятое со стороны Марса. При псевдонаучной силе и качестве будут миллионы просмотров. Ну да. Не зря я сегодня построил фильм «Контакт». Я не смотрел. Вообще, то именно Жириновский это и говорил. Я своими глазами видел этот репортаж. Ну, может быть. Может быть. Спасибо большое за стрим. Да, пожалуйста, сейчас проверим еще что-нибудь есть у меня. Здесь у меня ничего нет. Вот, Шериф мне прислал тоже донат. У меня 2 человека. Джеймс Веб прислал и Шериф. Вот. Это как бы 18 секунд назад, да? 15 минут назад. Я просто пропустил, простите. Я без наушников сижу, я не слышу просто. Ну, вот поблагодарим 2 моих донаторов за всю эту вещь.
Эй. Инопланетяне решили насрать Максу на Марсе. На Марсе? Максу? Может, Маску? Всем еще раз крепкого здравия, вдохновения, взаимопонимания и, конечно, денежек побольше. Берегите себя и близких. Всем мирного неба. Ну вот да. Ну там, чтобы не летало что-то лишнее такое. Ко мне вернулись люди, и настало 100 человек вдруг. И на это время нам расставаться. Во, мне пришло, спасибо. Ну, более-менее хоть существенный, ну, относительно, ну, для меня существенный этот донат. Добрый вечер петербуржцам. Скинул на указанную под стримом почту ссылку на статью, ненаучную. Если существует интересная, более серьезная работа на эту тему, прошу, расскажите, возможно, даже потянет на тему для стрима. А так поделитесь собственным мнением. Заранее спасибо. Хорошо, спасибо. Это один Тамонт. Посмотрю. Ну, такие вот вещи. Ну, Маску, конечно. Как по-вашему, прореагирует Дональд Трамп на подтверждение существования 3 Атлас как инопланетного объекта? Создатель Альтер SpaceX? Нет. Он ничего об этом не знает. Там, слушать ему не досуг, у него свои дела. Это как Путин написали на бумажке про лидерство в области квантовых компьютеров и термоядерной энергии. Он и зачитал. И Дональд Трамп такой же. Ну, что думаете? Ковид отошел, на смену пришли инопланетяне. Так вот я надеялся, что пришли, так вот не пришли нифига. Просто нифига не пришли. Что теперь заставят носить? Ну, что-нибудь памперсы, может, могут заставить. Будут проверять, не войдешь в метро без памперса, допустим. Я прошу прощения за грубость. Дональд Трамп пыхнит с масками. С маском. Ну, не знаю, наверное, нет. Они поссорились. Они поодиночке будут пыхать свою травку. Поодиночке. И Максом. А своими масками и Максами, да. Под инопланетян нарратив еще не готов. Ну, не готов, да. Не ускорит ли Китай свои лунные марсианские программы? Я думаю, нет. У них все идет по плану, идет достаточно успешно. Мы очень за них рады. Они просто не могут ускорить. Вот. Ну все, теперь 103 человека. Как всегда, надо с вами прощаться, господа. Настало максимально много. Ну, даже это не для, даже почти рекорд для неукраинской темы. Для украинской, конечно, бывает гораздо больше. Ну, вот так. Для более развитых цивилизаций, как мы, папуасы с кораллового рифа, уничтожить они нас могут в любой момент. Пока наблюдают, изучают. Скорее всего, мы просто научились наконец корабли замечать. Ну, может быть. А может быть, вот своей поэтической метафорой Антон Князев прав, что у них сработала вот эта сигнализация на технологическую сингулярность. Сработало, и они поняли, что пора по-настоящему стерилизовать. Или просто путем провоцирования ядерной войны отбрасывать весь этот муравейник в каменный век. Что думаете об операции «Аквариум» в 1962 году? Я не уверен, что я хорошо помню, что это такое. Я что-то знаю, но вот. Всем счастливо. Какие у нас есть козыри для изучения 3 Атласа? У нас никаких козырей нету. Я забыл еще сказать, и можно тоже было делать стрим тут же. На днях удивительное нейтрино поймали. Ну, наши так думают, что нейтрино поймали. 220 ПЭВ. В общем-то. Но вот теватрон это несколько АТФ частицы скапливает, а ПЭФ это в 1000 раз больше. Их тут сразу же 220. А предыдущий рекорд, который тоже был недавно по всей цели установлен, 10. То есть здесь как бы, точнее несколько штук, по-моему, не помню. Ну, удивительно. В нейтринной теории и так вопросы были многочисленные, а тут как-то они совсем стали большие, необъятные. Удивительно, тоже заслуживает стрима. Я чисто теоретически хотел стрим забацать. Но вот получилось так.
Нет там инопланетян. Но я тоже думаю, естественный объект, о котором мы мало чего понимаем. Казалось бы, как можно сделать превентивную сигнализацию на сингулярность? Она работает назад во времени, после того, как сингулярность появилась. Ну вот тоже, почему бы нет? Может быть, так работает. Да. Может, так работает. Все ждем с нетерпением отметить Шафутинов день, изговор о моде, Си-Пу. Хотя, правда, политика и инфо о том, что делают колбасу, лучше не знать. Наверное. Какой следующий стрим? Не знаю. Я подумаю. Вообще такую тему должен разбирать практикующий астроном. Хотя, ну, может быть. Вы видите, мое по поводу 5 градусов меня заразили сомнения. Ведь вы же знаете, что не бывает такого, чтобы у меня прошел какой-то стрим без косяка какого-нибудь. Или хотя бы грамматической ошибки в названии. Такого у меня не бывает. Была уже, правда, грамматическая ошибка. Я потом ее нашел и ликвидировал. Сколько там километров? 12, говорят. А сначала Оumuamу несколько сот метров. Так это жнецы на Mass Effect. Метровые разрушители-разведчики. Километровый класс Властелин. Ну вот, я в Mass Effect не играл. Не знаю, что это такое. Вот посмотрим. По поводу стримов. Посмотрим. Следующих. У меня вот есть теоретические. Тоже как бы по космологии. Но я же на Коневец вчера съездил. И есть что рассказать. Ну, все знают Валаам, этот остров, архипелаг, куда любят сильные мира сего ездить. А есть еще Коневец, они тоже туда ездят, но они это дело не афишируют. Другой остров Ладоги, тоже на севере. И там тоже монастырь, но гораздо меньше, значительно меньше пафосный, и от берега он гораздо ближе, 7 километров всего. Может, и мы по этому поводу поговорим. Ну, продолжение темы «Основные проблемы путинизма». Это еврейский акцент. А что еврейский акцент это? У меня, в смысле? Еще ждать, что выйдет под бредом Пелевина. Какая книга? Но это будет не скоро. Я думаю, где-то через месяц. Вот так. Ну вот нас по-прежнему 100 человек, но нам надо расставаться. Да, значит, А1 Томот, спасибо, он у нас лидер сегодня по донатам. И еще у меня есть 2 человека. Это Шериф и Джеймс Веб. Все, им спасибо. Особое. Отключаюсь. Игорь, насколько реально переманить Японию в БРИКС? Совершенно нереально. А стрим за извызниземники формина земята? Непонятно. Наверное, просто пишите с телефона. Это то Ларс. Поэтому понять вас очень сложно. Может на каком-нибудь языке, может быть на старославянском или на болгарском. Все, спасибо. Класс стримы не пошлые, это круто. А какие стримы пошлые? Ну, завершаем трансляцию.